Так, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с нами в гостях заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира России, Европы, рекордсмен мира России, Хвостов Александр. И вот он согласился дать нам интервью, записать, ответить на наши вопросы. Первый вопрос, который хотелось бы задать: с какого возраста ты начал заниматься гиревым спортом и как пришел к этому виду спорта? Привет всем! Занялся гиревым спортом в армии в возрасте 18 лет. Нужно было выступить на чемпионате воинской части, и отобрали тех, кто хотя бы один раз поднимет гири 24 килограмма. Я перед тем, как пойти в армию, тренировался в тренажерном зале и, соответственно, определенный уровень силовых способностей имел. Толкнул, это громко сказано, поднял над головой 24 килограмма 9 раз. И попал в сборную. Вооруженных сил? Нет, в сборную взвода или роты уже, не помню чего. Следующий вопрос. Как выглядела ваша начальная подготовка до достижения мастера спорта? И как она отличается от сегодняшнего дня? Настолько увеличились объемы, частота тренировок, естественно, и результат? Первоначально вся моя тренировка складывалась во владении техникой соревновательных упражнений, толчка и рывка. И основной объем работы заключался в подводящих упражнениях, направленных на развитие техники. И больше работа на выносливость, так как силовые показатели у меня были относительно всего остального достаточно высокие, чтобы больше упор был на выносливость. Отлично. Какие соревнования тебе запомнились самых больше всего? Очень нравилось соревноваться с тобой, Сергей, в былые годы. Это очень серьезный соперник. Раньше соперниками. И помню соревнования чемпионат вооруженных сил в категории до 75 килограмм. Судьям не понравилась надпись на моей майке. Что она гласила? Там просто какие-то буквы, не матерные, а просто нейтральные буквы. Непонятное содержание было. И, соответственно, меня заставили сменить соревновательную форму. Соревнования проходили в жестких условиях. Это был военный турнир и был ангар. Температура в этом ангаре была выше 30 градусов. Ужасная жара, резиновое покрытие, такое немножко плавящееся, и запах резины стоял жуткий. Я побежал, снял эту майку, снял ее с выступившего уже товарища, мокрую, потную, одел на себя. И пока я искал эту майку, соревнования уже начались. То есть мой поток уже начал работать. Пошел. Я уже пропустил 40 секунд работы, выбегаю на помост, на ходу закидываю пояс и начинаю толкать, пропустив 40 секунд работы. И те соревнования тогда выиграл. Очень жестко пришлось, меня выносили умывать, чтобы освободить. То есть в каких условиях приходится выступать спортсменам в гиревом спорте. Но они закончились, соревнования довольно-таки успешно, ты завоевал медаль. Когда ты заходишь на платформу, какие мысли тебе приходят в голову? О чем ты думаешь? Я стараюсь отключиться, чтобы ни о чем не думать только о том, как правильно работать, какой темп выбрать, думать о том, чтобы больше расслабляться, меньше тратить энергии на помосте, чтобы не было лишних мыслей, спокойно, продуктивно отработать 10 минут, эффективно отработать 10 минут. Следующий вопрос. Как ты сочетаешь свою работу, а я знаю, ты работаешь фитнес-тренером, с тренировками? Это сложно или нет?
Нет, моя работа не требует каких-то затрат энергетических, соответственно. У меня достаточно свободного времени, чтобы уделить это тренировке, а я тренируюсь дважды в день, поэтому все сочетается. В одном и том же клубе Еврофитнес, соответственно. Как ты тренируешь свой толчок? Я знаю, ты выступаешь в двоеборье. И сегодня, кстати, показал очень хороший результат. Поздравляю тебя со вторым местом. Вот, молодчинка. Вот, в свои, как говорится, годы молодые. Ты еще борешься с более молодыми. Вот. Как ты сочетаешь свою дисциплину, толчок-рывок? Ну, я стараюсь. Или же вот ты постоянно тренируешь в течение сезона там толчок-рывок, или же ты переходишь там физическая подготовка у тебя есть? Да, конечно, нужно всегда дать возможность отдохнуть, чтобы не заниматься одной и той же деятельностью на протяжении долгих месяцев, а чтобы дать себе восстановительный переходный период, отдохнуть от ГИ, чтобы мышцы сустава отдохнули, нервная система отдохнула. Вот. А на этапе подготовки я стараюсь делать по большей части в одну тренировку, выполнять толчок и рывок, так как на соревнованиях все это, эти два упражнения выполняются в один соревновательный день. Соответственно, чтобы привыкать к этому, лучше выполнять. Вот следующий интересный такой вопрос. Я знаю, ты сейчас не только являешься спортсменом, но ты являешься еще тренером. Вот что для тебя тренер, как и тренер для начинающего спортсмена, и для профессионала? Что для тебя, чем отличается, например, когда ты был, только пришел в гиревой спорт, да, тренер, и сейчас? Какие есть различия? Ну, хотел бы сказать, что вся моя карьера спортивная началась, когда я попал к замечательному тренеру Сергею Рудневу. Вот, и он много мне дал. Дал не только какие-то технические моменты, указал на технические и методические моменты, показал всю структуру тренировки, как строятся тренировочные занятия, помог освоить методическую базу. И вот в этом и был наставником не только на помосте, но и в жизни помогал. Да, Сергей Руднев, я знаю, очень сам по себе хороший человек. Вот, и никогда не отказывал в помощи никому. Вот, и сейчас он является очень хорошим мировым тренером. Вот, также вот, работает с Александром и работает Кириллов Сергей, да? Тренирует, или кто у тебя еще? Да, ну сейчас я... В основном? Да, сейчас я последние годы сам составляю себе программу. Ну, вся эта база, вся эта тренировочная база, это все то, что... Ну, где-то мой личный опыт есть. Ну, основная база, основная структура подготовки, это, конечно, та тренировочная методика, которую дал мне Сергей Руднев. Вот скажи, пожалуйста, какие качества ты являешься на данный момент тренером, да? Какие качества отличают хорошего тренера? Ну, во-первых, это профессионализм, очень хорошая методическая база, то есть необходимо знать методику тренировок, знать и понимать, вот, иметь представление о правильной технике, уметь научить правильной технике. Расположить, наверное, человека, который... Да, ну и, конечно же, он должен быть хорошим, тренер должен быть хорошим психологом, да, хорошо настраивать спортсменов, развивать в них стремление тренироваться, желание тренироваться и стремление побеждать и стремиться к более высоким результатам. То есть вот в этом. И последний вопрос. Что ты думаешь о развитии гиревого спорта в дальнейшем? Какие дальнейшие ждут гиревой спорт? В последние годы, если взять общий мировой гиревой спорт, вот последние там 10-15 лет, это, конечно, колоссальный прорыв вперед. Произошло очень много стран. Сейчас занимаются в очень многих странах
развивается гиревой спорт, и есть спортсмены на уровне, особенно на уровне спортивных клубов. Вот. Ну, мне хотелось бы пожелать, чтобы на первом месте стоял именно спорт, чтобы люди поменьше думали о политике, а больше тренировались и больше выступали. Ну, я хотел задать последний вопрос уже от себя. Вот ты являешься не только тренером в России, тренером фитнес-клуба, да, Еврофитнес в Санкт-Петербурге, но ты еще являешься мировым тренером. То есть тренируешь команды, тренируешь людей, спортсменов готовишь. Вот, а какой вот ждет будущее гиревого спорта в мире? В России ты понимаешь, а в мире, что именно, какие могут быть изменения или улучшения? Сейчас вот я знаю, очень хорошая команда есть. Америка, да, США. Да, очень много. Ирландия, например. Ирландия, да. Германия сейчас потихоньку подтягивается, и другие. Венгрия, я знаю, Барси, Ласко. Ну, я верю, что в то, что гиревой спорт продолжит развиваться, вот, и Шагать по миру. шагать по миру большими шагами. Да, и мы скоро, может Вот, быть, и люди поймут, насколько гиревой спорт прост и эффективен. да, Вот, для ведь функционалки, для функционального состояния, для здоровья, там, для похудения, например, и для достижения различных целей, разносторонних. И при этом он очень прост. То есть достаточно иметь 2-3 гири, взять, загрузить автомобиль, например, выехав в отпуск, достаточно взять 2-3 гири, и чтобы иметь полноценное занятие. То есть в этом плане гиревой спорт очень эффективен и прост. Дорогие друзья, немного рекламы. Тренируйтесь вот с такими тренерами, потому что такие тренера всегда доводят своих спортсменов к высокому результату, показывают спортсменам высокий результат. Вот. И с такими тренерами нужно дружить, потому что это не только тренер, но очень классный спортсмен и очень замечательный человек. Вот это самое главное. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. Всем пока.